Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о своем достижении и пути, которые мне пришлось преодолеть. Не буду томить вас, а сразу покажу, какой бриллиант я создал. Встану даже ради этого. Это жакет Александра Маккуина из его коллекции осень-зима 2009-2010 The Horn of Plenty. На русском он будет переводиться как «Рог изобилия». Это высший уровень, и я смог его достичь своими руками. Подумать только, вот еще в 2020 году я вообще не умел ни шить, ни конструировать. Впервые желание повторить жакет Александра Маккуина я посмотрел, когда я сформировал 27 декабря 2020 года. Совсем недавно. На новогоднем марафоне у Елены Блиновской. Это желание я отнес к невероятным желаниям. То есть я очень сильно хотел повторить жакет, но считал это нереальным. В тот момент я дошил только простое платье. Для меня люди, которые создали коллекцию The Horn of Plenty, это боги. Повторить этот жакет, это значит встать где-то рядом с этими богами. Отпустив это невероятное желание в канун Нового года, уже с 2021 года я начал обучаться в школе конструирования Жени Арон. И 14 мая 2021 года школа берет у меня интервью, где я опять-таки заявляю о своем желании, то что моя мечта это сшить жакет. Да, и на самом деле у меня есть все-таки мысль, вот из этой коллекции хочу повторить его жакет. Он суперсложный, но вот прям хочу. Но для этого нужно научиться жакет. Но у нас там есть жакет. Слушай, ну вот... Мы договорились, что через год я таки сошью этот жакет. Я таки его сшил. А уже в сентябре 2021 года у меня происходит судьбоносное событие. Я начал проходить большой курс конструирования в своей школе, где также рассказываю про свою мечту. И мы с куратором, которые посланы мне были богами, Аня, привет, мы с ней договариваемся на этом курсе сконструировать жакет. И сейчас хочу процитировать наши два сообщения, где все это произошло. Я пишу в общий чат. Всем привет, меня зовут Миша. Удачно прошел кризис 25-летия. Понял, что архитектура почти мое, но что-то не то. А вот к пошиву душа лежит и бежит. Хочу сделать всех вокруг красивыми. Считаю конструирование основой основ, чтобы стать мастером своего дела. Я на своем месте, среди своих людей. Знаете, для меня будет показателем своего прогресса, если я сконструирую любимый жакет из коллекции Маккуина. Это моя мечта. Почему бы нет? Уверен, что смогу. Уверенность, конечно же, зашкаливает. И мне Аня отвечает. Во-первых, очень рада видеть вас на конструкторе. Это отшлифует ваши знания, и именно здесь вы получите тот навык для столь желанного вами жакета. А во-вторых, я беру с вас обещание, что мы этот жакет тут и отошьем. Ну что, готовы мне дать слово авансом? Я такой, даю слово. И ура! С этого момента начинается история создания. Всю осень я искал всевозможные фотографии
К своему удивлению, я нахожу фотографии, которые до этого ни разу не видел. У меня появились фотографии жакета со всех ракурсов. И 15 декабря 2021 года я начинаю работу над жакетом. И сейчас я хочу показать серию видео моего пути. Друзья, всем привет! Захотел записать видео в тот момент, когда я начинаю творить жакет Александра Маквина. И вот этот день, этот час, эта минута, когда я начинаю рисовать свой технический эскиз. Вот уже фигуру человека нарисовал, осталось нарисовать всего лишь жакет, прорисовать все его выпечки и все детали. Что-то будет очень интересное. Я не встану с этого кресла, пока не нарисую 3 эскиза. Главное не отвлекаться. Боковой шов есть. Ах ты, Маквин. Всем привет, это вторая аудио. Почему аудио? Видеозапись с моего построения жакета Александра Маквина. На этой неделе я пережил дичайшую стрессовую ситуацию, когда я был в шаге от того, чтобы отказаться от жакета и перейти на тренч. Очень было грустно, и я взял на себя ответственность делать жакет. Все-таки это будет жакет. Я хочу войти в эту клетку с тигром и хочу быть победителем. Вчера, в пятницу, был эфир с Женей Арон, моим преподавателем, основателем школы. Тоже, где мы разговаривали насчет этого жакета. И вроде бы я хотел попросить ее, чтобы она мне что-то объяснила, как строится этот жакет, но Аня, мой куратор, она такая: нет, он сам додумается. И я такой что-то нарисовал, какие-то кракозяброчки нарисовал. Кстати, вот мой жакетик. И вот я всякие каракули рисовал, как будут стыковаться эти воротники. И вот это, наверное, 2 самых важных. Как выкройки вообще делать. Потому что я вообще не бубу. А Аня сказала, что у меня есть суперсила. То есть она даже рада, что никто ничего мне не объяснял, а я сам к чему-то пришел. Пока сам не понимаю, к чему. Посмотрим. А сейчас смотрю урок 6 модуля. И вот рисую базовый чертеж для верхней одежды с большими прибавками. Ой, с прибавками там тоже лоханулся. Взял прибавку 5 сантиметров на весь обхват, а это 2,5 сантиметра на полуобхват для верхней одежды. А потом проверил, какая у меня прибавка по... Ну, это сейчас про грудь говорю, обхват груди 3. Какая у меня прибавка по груди для моего дипломного платья. И оказалось, что там прибавка 4 сантиметра была. Я такой: блин, что же я такой? Ну, в общем, вот. Будем строить дальше. День 3. Сейчас я построил уже базовый чертеж для жакета. И сейчас начинаю проводить первые линии по моделированию. Сейчас чем я занимаюсь? Я строю рукав реглан, потому что сверху у меня будет
Реглан. Новый день, новые построения чертежа, и вы не представляете, как меня прет. Сейчас строю тот самый сложный воротник-шалька, который я вообще не понимал, как делать. А сейчас я провожу линии. Смотрю уроки Женины. Вот, начинаю строить. Это шок. Это шок. Добрый вечер. У меня новый прекрасный вечер. Представляете себе, я делаю первый макет своего жакета. Блин, я чувствую себя вообще каким-то богом, творцом, создателем и модельером. Всем привет! Это новый день моего шитья жакета. Вот делаю первый макетик. Это будет будущий воротник. Вот такие дела. Сложно, очень сложно. Как одна деталь привыкает к другой. Очень трудно понимать. Приветик, я дошиваю свой первый макет. Это была битва за макет. Мы вроде бы справляемся в этой битве. Нужно будет смотреть, что будет. Привет всем! Смотрите, я уже сшил свой первый учебный макет. Жакета Александра Маквина, вообще красота. Я просто вне себя, как Нью-Йорк вне себя. Я, конечно же, забыл показать примерку на маме. Ну ничего. Сейчас я по корректировкам шью второй макет. И он выйдет лучше. Еще лучше. В общем, я сшил 3 версии макета этого жакета. С каждым макетом происходила доработка модельных линий. В канун Нового года происходит важное для меня событие. Опять, проходя новогодний марафон, я включаю в свою мандалу принт гусиной лапкой. Это, конечно же, отсылка к жакету. А также вписываю желание создать жакет из невероятных желаний уже в обычные желания. И это волшебство. Обожаю эти моменты, когда 2 часа ночи ты смотришь зачарованных, переводишь лекало на ткань, ноги уже затекли. Это мой 3-й полный макет жакета. Немножко допустил такую дурацкую ошибку, от которой зависел весь жакет. Вот. Надеюсь, что завтра я вас зашью уже новый макет на примере. Всем привет! Уже прошло больше месяца с тех пор, как я записывал последнее видео. Вы можете видеть, что учебный макет жакета я уже шил. Сейчас я занимаюсь тем, что переношу лекало уже на постоянную бумагу, чтобы уже потом переносить ее на ткань. Добавляю все припуски, пишу спецификацию, но, в общем, выполняю домашнее задание. То есть уже заключительный этап. С куратором Аней мы договорились, что я не сейчас буду шить. Опять отдаляю реализацию. Я сначала пройду курс по жакетам, научусь технологию, как собирать пиджаки, ну и жакеты.
И только потом сошью свой любимый жакет Александра Маккуина. Красавчик. Всем привет! После продолжительного перерыва я сейчас только что сшил мужской пиджак для себя и хотел сшить женский пиджак классический, но поговорив с своим куратором с курсов, я решил, что буду делать сейчас жакет Маккуина. Поехали! Нужно сейчас продекатировать ткань. Я уже подклад продекатировал. Сейчас декатирую основу. Этот день настал. Я наконец-то крою подкладку для своего любимого жакета. Сейчас продублировал уже все детали и подошел к очень важному этапу. Это продумывание технологии пошива жакета. Знаете, еще хотелось поделиться. Сегодня утром думал на этот счет, что, черт возьми, я делаю изделие, которое на самом деле продается в интернете за $7500. Вы понимаете это? У меня моя низкая самооценка на шажочек вверх точно приподнимается. На самом деле, привет всем, на самом деле за один день я почти сшил жакет. То есть нужно было всего лишь готовиться месяцев 20, чтобы за один день почти все сшить. И я как раз ждал этого момента, когда какая-нибудь трудность падется. Кажется, нужно будет исправлять выкройку, она неправильная. Шок-контент. Сегодня я закончу жакет. Шок. Вот сейчас сшиваю подклад и основную ткань рукава. Подытоживая видео, хочу сказать, что работая с этим жакетом и, наверное, уже под конец, сшивая последние детали, я прям ощущал, какой был грандиозный путь пройден. Какие мои планы? Это, конечно же, представить в социальных сетях этот жакет. То есть это видео, это, как сказать, одна из граней представления, демонстрации. Такой алмаз нельзя прятать. Также хочу отметить в Инстаграме один канал, который связан с коллекциями Александра Маккуина. Я надеюсь, что они меня заметят, и надеюсь, что я поговорю с ними, может быть, попрошу показать этот жакет. Хотел бы я посмотреть на подкладку. Очень было бы интересно, что нигде этого не видно. Хотел бы я посмотреть на пространство под воротником, как оно сконструировано. Это все очень интересно. Хотел бы просто посмотреть вблизи этот жакет. Спасибо, что посмотрели это видео. Для меня это очень важно. Вообще, создание этого видео для меня очень важно, и потому что это же мои последние несколько лет. И вот сейчас, записывая это видео, я понимаю то, что утром я еще его дошивал. И это, конечно, невероятное ощущение. Все, спасибо большое. Всем пока.